Папа меня бросил, когда мне было всего несколько месяцев. Я хочу посадить своего отца. У него на сегодняшний день 1,5–2 миллиона задолженности. А почему он не платит алименты? Его на работе кинули. Он у вас сидит на шее. Он у Вместе меня не с- сидит на шее, он также работает, также где-то Колымы. Это долг? Он будет обязан выплатить. Дарья, дочь Евгения. Да, То есть вы ему не изменяли? никогда в жизни. Ты женила меня на себе специально, обманом. Через 2 дня ко мне в кровать прыгнула. Через неделю сказала, я беременна. Вам в ближайшие 2,5 года предстоит тюрьма. Потому что ничего хорошего, постоянно пьяный. Потом я ездил к провидице бабушке. Она сказала, у тебя 1 ребенок. А вы ей телефончик не подскажете? Перед тем, как я оглашу результаты, скажи мне, пожалуйста, ты по-прежнему хочешь папу в тюрьму посадить? Добрый день. Как всегда, начинаем нашу программу со странного ребуса. Но когда лошадь в цирке скачет по кругу, понятно, что ее заставили. А вот когда взрослый мужик, отец 2 детей, всю свою жизнь скачет по какому-то очень странному кругу, я не плачу алименты, потому что я не верю в то, что она моя дочь. А для того, чтобы узнать, моя ли она дочь, нужно сделать тест ДНК, а на него у меня нет денег. И вот так 16 лет. Сегодня в нашей студии 16-летняя Дарья Глинкина. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. Вы обратились к нам на программу с какой целью? Расскажите. Я хочу посадить своего отца в тюрьму за неуплату алиментов. У него на сегодняшний день 1,5–2 миллиона задолженности. А с какого возраста вы не живете вместе со своим отцом? Мне было 5 месяцев, когда мама его выгнала с дома, но они там развелись, когда мне было уже чуть больше годика. Угу. И вот с тех пор он ни разу не платил вам алимент? Нет. И вот это вот задолженность за все эти годы, правильно Да. я понимаю? А почему он не платит алименты? Но он всегда говорит то, что его на работе кинули, подкинули, бросили, не выплатили. Вот так вот. Угу. Скажи мне, пожалуйста, а ты с ним после того, как вы расстались, какое-то общение имела? До 10–12 лет нет. А потом? А потом он первый созвонился с моей мамой и захотел со мной общаться, потому что приставы его напугали тем, что его лишат свободы. То есть он позвонил только тогда, когда ему стало реально грозить тюрьма? Да, До этого не звонил? нет, Как ты отнеслась к его звонку? спокойно, нормально. Ну как, он тебе позвонил, сказал, Поговорили? привет, это твой папа или что? Нет, Как? я всегда знала, что это мой папа. Но мы же живем в городе, у нас городок маленький, и все равно пересекались. То есть ты его периодически встречала где-то? встречала А на он с улице. тобой здоровался? Не всегда. Угу. То есть он бывает просто мимо мог пройти и не заметить меня. И вот он тебе звонит и говорит, здравствуй, я твой папа. И дальше что? И все, он начинает с этого момента уговаривать мою маму, чтобы она написала бумагу, что он выплатил все алименты. А хоть какие-то деньги от него приходили уже после того, как приставы наехали на него, после того, как стало понятно, что у него долг колоссальный? Хоть что-то он присылал? Раз в полгода 1000 рублей. А подарки какие-то на день рождения? Нет. Там? А вот я не знаю, там 1 сентября к школе собрать. Нет, Ни разу ни в магазин ты с ним не сходила? Ни Нет. разу он тебе ничего не купил? Не знаю, платье, туфли, хоть что-то? нет. Ну, то есть правильно понимаю, что вот все, что есть у вас в семье, на чем вы растете, там живете, едите, одеваетесь, это все ваша мама делает? Моя мама и бабушка. Ну, мамина мама, правильно же? Да. Угу. Ты нам сказала до программы, что мама получает 25 тысяч, верно ведь? Да. Но какая-то часть из этих средств уходит на то, чтобы поддерживать твое здоровье. Да. А что, какие проблемы у тебя, скажи мне? У меня внутричерепное давление и киста Бейкера. Коленка? Да. И у меня периодически
понижается или повышается давление, у меня очень сильно болит голова. У меня колено, если получаю перенагрузку, у меня колено очень сильно воспаляется, и я не могу ни согнуть, ни выгнуть, ни наступить. А ты получаешь необходимое лечение? Да, когда мы обращаемся в больницы, мне прописывают новое лечение, мы ждем мамину зарплату, покупаем мне лекарства, и я Почему вы покупаете лекарства? Там не положено бесплатные лекарства? Они просто выписывают рецепт, и мы идем в аптеку, покупаем по этому рецепту лекарства. И все. Скажи, пожалуйста, а у твоего папы только ты? Только один ребенок? Нет, есть еще девочка Виолетта, ее зовут. Ей 10-11 лет. Не помню, сколько. А ты правда. знакома с ней, нет? Да. А как вы с ней познакомились? Я приходила к ним один раз в гости. Я созвонилась, я говорю, может, погуляем, сходим? Я занят по дому и так далее. Может, типа, я к тебе, давай ты к нам придешь в гости, как раз с Виолеттой познакомишься. Я говорю, давай, хорошо. И периодически, когда вот еще он в городе жил вот, с Виолеттой, я ему звонила, говорю, может, сходим погуляем, Виолетту возьмем, погуляем с тобой, сходим. Но у меня нету времени там по дому делать, работать и так Скажи далее. мне, пожалуйста, а кто ему родил Виолетту? Татьяна, бывшая жена. Бывшая жена Татьяны. Да. То есть это не та, с которой он сейчас живет. Нет. До того момента, как эта женщина появилась в его жизни, он денег не платил, но не сомневался в том, что ты Нет. его дочь. И тут вдруг Он стал с ней он жить. стал с ней жить и стал сомневаться настолько, что какие-то там тесты ДНК затребовал, да? Да, Это она его в этом убедила, как ты думаешь? да. Ну, слушай, мы приехали к твоему отцу, застали его сожительницу там. Давай послушаем, как они видят эту ситуацию сейчас, ладно? Ну, вот так вот скромненько живем, не шикарно. Ни большой, ни дворец. Было бы лучше, конечно, бы, если бы не проблемы финансовые в жизни. И элементы поджимают, давят на меня, требуют сразу большую сумму. Себе хотят квартиру купить. Бывшая Женина жизнь, она немножко, да, она нас зацепила очень сильно. И меня постоянно названивают, постоянно денег требуют. Мама тоже, имея одного ребенка, ну, едь ты куда-нибудь на большие заработки. Ребенок большой. У нас зарплаты 12-15 тысяч. А она как на него подала по федералке, то есть он должен чуть ли не 17 платить. 16 он получит, а 1000 пойдем занимать? Нет. Ну, сомнения появились, когда, что Даша не моя, это, я не знаю, ну лет 5 назад, наверное, вот это вот, когда вот все началось. Да раньше. Ну, может, раньше. У них вообще очень большое различие. Вот Дарья, вот перед вами стою я. Вот найдите хоть одно сходство. Где какая копия, хоть маленечко. Если Дарья, она не похожа, она даже ни характером не похожа, она не внешностью. То есть у нее, что у мамы, это деньги. Деньги, деньги, деньги. Все. Воспитание ноль. То есть это грубая, невоспитанная девочка. Она с ним разговаривает, я даже сама лично слышала. О каких чувствах может идти речь? То есть им нужны деньги. Вот ДНК, поставить все точки на «и», все. Ты в порядке? Знаешь, я в одном моменте с ней соглашусь. Очень здорово, что ты не похожа на папу. Потому что ты очень красивая девочка. Он, ну, так себе, честно. Спасибо. Ну, это так. Я так представляю, что тебе, ну, сильно, как ребенку, стало обидно, когда Мне просили очень- тест ДНК, да? Очень обидно стало. Почему он мне раньше... Вот он сейчас сказал то, что лет 5 назад начал сомневаться. Почему он раньше мне это не сказал? Да какие 5 лет? Слушай, давай... 5 лет нарисовались Давай, если ты не против... в его устах, потому что ему вложила их вот эта женщина. Как ее Давайте, зовут вообще? Наталья ее зовут, Шнайдер. Она приехала к нам в студию. Давайте ее позовем, если ты не против, конечно. Нет, не против. Даша, вот тебе не стыдно? Ты вот своего отца клеветаешь так. А в чем я его клеветаю? Зачем ты ему желаешь смерти? Кто ему желает смерти? Чтобы получать детское пособие стабильно. Кто ему желает смерти? Я? И мама твоя пришибленная. Твой ребенок? Нет, Его ребенок? его ребенок. У него долг.
Нет, ну когда... 1,5 миллиона. Ты правда не понимаешь, что произойдет сразу после того, как эта программа закончится? Это Я еще- вызову сюда наряд полиции, его закроют сразу, и потом 2,5 года колонии будешь передачки ему носить. Ну давайте мы сначала разберемся. Давайте. Во-первых, он платит элементы. Нет, У нас если есть... бы он платил, не было бы долга. Ну вот я не знаю, почему такой долг. Это сумма за 5 лет, заплаченная по алиментам, при том, что долг в 1,5 миллиона. Вот сейчас он устроился на работу. Он всегда О. устраивается на работу. Даш. Давайте начнем с того, что он всегда устраивается на работу. А каждый раз стоит мне позвонить: пап, ну ты же работаешь, а ты можешь мне денежку выслать? У меня лекарства закончатся, а мне плохо. Даш, прости, но меня тут опять на работе кинули. Я не могу тебе. Вот мне же тоже надо на чем-то жить. Даш, он также жил Нет, в стоп, Тане. секунду. Давайте так. У вас сейчас, такая псевдосемья, поскольку вы сожительствуете. Сколько у вас детей? 3. 3. Кто обеспечивает этих детей? Я. Зачем вы сошлись с мужчиной, который не в состоянии обеспечить вас и ваших детей? Но знаете, у меня вот такая политика, может, вы как-то это... Да, я работаю, я содержу своих детей. То есть я ни от кого ничто не требую. Надо, я поеду, то есть я работаю У на вас тяжелой. дети, а сколько мужей у этих детей? Ну, в смысле, ваших мужей, отцов у этих детей? 3 было. Они платят? Нет. Алименты не платят? Нет, не платит. И вы сказали, не плати. Правильно? Я ничего не говорила. То есть он у вас сидит на шее. Он у вместе меня не с- сидит на шее, он также работает, также где-то Колымы. Когда мы жили в Новосибирске, Внимание, вы сказали, что он работает, то есть зарабатывает. Почему он с этого заработка не платит алименты? он нам помогает. Вам помогает, а ей нет. Он также ей присылает Кто деньги. дал ему идею, что Даш. это не его дочь? Кто? Это еще было, когда он с Таней жил. С Таней мы Просто- еще- Так давайте Таню- начнем с того, тот что Таню мы еще Таня-то услышим. ко мне нормально относилась. Даша, я к И тебе относится ненормально? ко мне. А вы Нет. считаете, что вы нормально к Даше относитесь? Когда ты звонила, я приглашала тебя в гости. Приезжай. Ну, Ну, не было Дашенька, такого. расскажи нам, пожалуйста, про голосовые сообщения, которые тебе присылали. когда как раз-таки это было после того момента, когда меня звали к ним в гости, и на следующий день, если я не ошибаюсь, пришло мне голосовое сообщение, то, что да ты тварь, да ты такой плохой ребенок, да тебе только от отца деньги нужны, и вообще да ты с мамой такая вот наглая, и вот Это так от кого было голосовое вот сообщение? от этой женщины. Ну, Это эта неправда. женщина- Это неправда, Даш. О каких чувствах может идти речь? То есть у нее, что у мамы, это деньги. Деньги, деньги, деньги. Все. Воспитание 0. То есть это грубая, невоспитанная девочка. Она с ним разговаривает, я даже сама лично слышала. Вот ДНК, поставить все точки на «и», все. А чем это отличается от того, что рассказывает Даша в голосовых сообщениях? Это то же самое. У вас есть какая-то иллюзия, что тест ДНК освободит его от элементных обязательств. А закон обратной силы не имеет. Если вы об этом не знали, я вам об этом рассказываю. Если тест ДНК покажет, что Даша не его ребенок, это не значит, что его освободят от элементов за все эти годы. Долг останется, даже если она не его дочь. Ребенок Правильно же? рожден в браке, Да. зарегистрирован. Мало того, да. Это вот я про просто это говорю. вы Вот. сейчас стали чуть-чуть грамотней. И вот настолько беднее в своей голове. Потому что вы думали, что тест ДНК вас спасет. Нет, не спасет. Этот долг он будет обязан выплатить. Зачем вам такой хорек с обременением? Объясните мне, пожалуйста. Любовь? Ну, знаете, если кто-то к нему плохо относится, а на самом деле он хороший и добрый человек. Послушайте, я вот не поверю в то, что вы к нему хорошо относитесь. И что вы к нему вообще хоть какие-то чувства испытываете. Кто я? Да. Я хорошие чувства. Нет, вы не испытываете к нему никаких чувств. Я вам объясню. Женщина, любящая мужчину, никогда в жизни не скажет плохого слова про его ребенка, каким бы он ни был. А женщина, которая использует мужика в своих целях для того, чтобы мужик были, штаны были, там, А кричит, какой-то, что это не твой ребенок. Да, она, это, понимаете, это невозможно, это не любовь. Это его дочь. Или Да. есть сомнения? Но у меня есть сомнения. А давайте, у вас есть сомнения. Ты кто такая, чтобы иметь какие-то сомнения? Первое. Второе. Давай предположим,
Тест ДНК же сделан, да? Что это его дочь. Ну, Как ты можешь ненавидеть дочь мужчины, с которым ты живешь? я к ней нормально всегда относилась. Пока, Даш, ты вот в один прекрасный день не позвонила и не сказала ему... Посмотри на меня, пожалуйста. Он должен деньги ей? Да, Да. Они есть у вас? нету. Знаешь, что дальше будет? Это она еще ее маме рассказывает, куда ей надо. 3,5 года ты будешь жить без него. Ну, вот так получится, потому что он пойдет в колонию. Нет, а я Всё просто время. одного, Саш, не понимаю. Она дает совет на камеру, как поступить Дашиной маме. Типа, ребенок-то вырос, пусть езжает на заработки, на вахту. А чё ж ты своему мужику-то такой совет не дашь? Опять же, я говорю, почему. Потому что ты его используешь в своих интересах. В каких? В половых. А давай... Я его не использую. Половых. Я с Женей давай- познакомилась Нет, стоп, вот так, именно... все, хватит. А давай Аню, маму Дарьи, позовем в эту студию. Наталья, здравствуйте. Кто вам давал право оскорблять моего ребенка? Вы кто? Вы знаете меня лично. Вы знаете моего ребенка. Кто дал вам это право? Ань, во-первых, давай вот... Даша тоже вот ему звонит, и постоянно вот был такой конфликт у них, что она кричала. Она сказала, лучше б тебя бы не было. Даша кому звонила? Вам? С Женей они разговаривали. Ваше какое дело, о чем дочь говорит со своим отцом? Это не ваше дело. Ань, кто эта женщина? Я эту женщину вижу первый раз. Вообще вижу первый раз. А почему вы разошлись? Услышала я об этой женщине год назад, когда начались голосовые сообщения на WhatsApp моей дочери. Вот эти от вот, этой да? женщины, от ее старшей дочери. Когда А сколько дочке лет старше? я не знаю, сколько старшей Там дочери. где-то одного 15. возраста. А что, она тебе тоже сообщение прислала? Она мне как-то прислала СМС, я даже сделала скрин и отправляла отцу в WhatsApp. Я говорю, посмотри, что они мне пишут. То есть я ему звоню, говорю, почему мне твои женщины угрожают? И он, А что она тебе написала? он мне не верил. Она написала, слышь, ты мразота, там, я приеду в Рубцовск со своими, да я тебе встречу, да я тебе все волосы повырываю, да ты Ну, вообще же видишь, сдохнешь какая у и этой так девочки далее. мама. В принципе, вполне логичное сообщение. А что ты хотела от этой девочки получить? Ань, Дарья дочь Евгения? Да, То есть вы ему не изменяли? никогда в жизни. А почему вы расстались? Он стал пить. Поэтому, я родилась дочь. Он хотел? Он хотел, он нарадоваться не мог. Вы что, он там живот мне наглаживал. Я смеялась, ты оттуда, говорю, джина, что ли, вызываешь? Что ты его наглаживаешь? Он, первый месяц, наверное, даже на работе брал дополнительные выходные. И всегда бурчал, ходил. Вот, придут бабушки там с дедушкой, ее тискают весь день. Мне даже на руки ее не дадут Навал. подержать. Да, что вот он для этого и брал выходные, чтобы вот с ребенком побыть. Но потом, видать, наигрался, скучно стало, началось вот это вот все. Но я молодая, у меня на руках грудной ребенок. А он вот такой приходит. Да. А мне зачем это надо? Я зачем это буду терпеть? Я просто в один прекрасный день посидела и подумала, я лучше буду одна с ребенком, чем я буду сидеть и выглядывать, когда это ясное солнышко придет домой, придет ли он домой. В итоге Даше было 5 месяцев, я собрала его вещи и попросила. Сказала, все, я больше не могу. Мы к вам приехали снять интервью с вами, и это был прям, крик души. Это был крик души, да. Давайте посмотрим. Я на работу вышла, даже был год. Диспетчером в такси работала, и техничками я работала, и поваром я работала, и нянечкой в садике работала, чтобы хоть как-то прокормить ребенка, как-то содержать. Тем не менее, она у меня ходила во все кружки, всякие группы раннего развития я ее водила. Спасибо моей маме, которая она не бросает нас. Она поддерживает, она помогает, она по сей день, что есть какая-то у нее возможность, она нам всегда поможет. Я ему говорила, когда мы только разошлись, я говорю, запомни мои слова. Настанет такой момент, когда я буду держать свою дочь, идти по улице с высоко поднятой головой, потому что я ее воспитаю хорошим человеком. Но у тебя, говорю, настанет такой момент, когда ты будешь на нас смотреть, подойти ты не осмелишься, тебе будет стыдно и жалко того момента, того упущенного момента, что ты не принимал в ее жизни участие. Отец, который отказывается от того, что он отец,
А мы в конце программы все равно И выясним. хочет это за наш счет решить. Конечно, отец или не отец. Евгений Глинкин приехал к нам в студию. Если вы не против, он выйдет. Евгений, идите сюда. Рубашечки. Анюта, ты женила меня на себе специально, обманом. Сейчас хочешь что-то выяснить? ДНК-тест все покажет. Каким Чего ты обманом? сказал? Каким обманом я тебя женила? Чего ты сказал сейчас? Ты мужик. Тебя баба женила на себе обманом. Каким? Да, Кем? каким? Первый раз она сама говорит, что она скромная была. Через 2 дня ко мне в кровать прыгнула. Через неделю сказала, я беременна. Так, извините, пожалуйста, можно я прерву весь этот беспредел и попрошу ребенка уйти из студии? Я очень Да. прошу, честно. Да. Я не выдержу этого, да? Да. И я не выдержу этого. Это твоя дочь? Да. Почему ты алименты не платишь с первого момента? Потому что недоверие. Недоверие к Все кому? обман, в обмане все. Послушайте, это ваши проблемы, ваше недоверие. А вам не стыдно, скажите? Ну, дайте вот сейчас, без За что? обвинений. Ну, смотрите, у вас есть ребенок. У вас вообще много детей? 2. 2. Вы одному из них, я не знаю, как второй. Второй вы помогаете? По возможности тоже помогаю. А, ну понятно. По возможности это так же, я так подозреваю. Так же, да, точно То есть нет, так и же. Вы всё, да. общались с мамой Виолетты, да? Нет, я с Татьяной не общалась. Ну, просто даже от приставов знаю, что точно так же. Точно так. А у вас за Виолетту какой долг? Не знаю. Вы даже не знаете, какой долг за Виолетту. А вы Потому что когда думаете, последний раз что общались? это просто мифические какие-то долги. подожди. А вы когда последний раз общались с Виолеттой и с ее мамой? Перед Новым годом. Ба, после Нового года приезжал. Джем Махеев – 100% натуральный. У вас нормальные отношения с Таней, с мамой Виолетты? Ну, не сильно не натянутые. Не натянутые, да? Давайте посмотрим. Мы с ней поговорили, с Таней. Особой теплоты он не испытывал к Виолетте? Я даже не могу это объяснить как. Ну вот есть она и есть. Особой ласки там какой-то у него там не было к ней. А сейчас он с ней поддерживает общение? Ну, пытается поддерживать. А финансово он ей помогает? Нет, не помогает. У вас же назначены алименты? Да, назначено. Долг у него есть по алиментам? Есть. В каком размере? Было 30 тысяч, сейчас не знаю, может больше. А вы сами как к нему относитесь? Вот вы как человек, как его можете охранять? Никак, он не человек. Ну, а можно более подробную характеристику? Почему? Ну как я к нему отношусь? Ну никак я к нему не отношусь. Он мне никто, и звать его никак. Но он ваш бывший муж. Ну, это печально. Скажите, пожалуйста, а Муж. к Даше у него тоже равнодушное отношение? Да у него нет вообще никаких отношений к детям. Зачем ему это надо? Он к ним никак не относится. Ну, есть хорошо. Все его отношения к детям. Что к одной, что ко второй. Наталья, и вам вот на будущее, когда Евгений начал общаться с Татьяной, и когда они поженились, Татьяна мне также говорила, какой он хороший, какой он замечательный, какая я плохая, и такое золото возле себя не удержала. Держите возле себя золото свое. Держите, не отпускайте. Послушайте, мы зачем здесь собрались, как по-вашему? Не знаю. А я объясню вам. Смотрите, если у вас были сомнения, что это ваш ребенок, вы должны были сами пойти в суд, оспорить свое отцовство. Суд назначил бы экспертизу, в том числе ДНК, которая стоит 40 тысяч рублей. Ну, на секунду. Вы бы заплатили эти деньги и чувствовали себя спокойно. Но не можете по одной простой причине. Во-первых, вы сдали тест ДНК, я его не знаю, как всегда. А во-вторых, закон говорит о том, что долг с вас никто не снимет. Вам в ближайшие 2,5 года предстоит тюрьма и погашение этого долга. Если вы откажетесь от погашения, ну, будет рецидив. Я не отказываюсь оплачивать. Женя, как ты не отказываешься оплачивать, если несколько лет назад, ты сам прекрасно знаешь, что мы живем в маленьком городе,
что я даже по своей работе знаю многих юристов, и мне юристы звонили и говорили, что Женя вышел от меня, заходил узнать, как мне отказаться от ребенка, чтобы не платить алименты. Я такого никогда не говорю, что Помнишь, когда я тебе отказаться от сказала, ребенка? Ты попадись сама мне на подходила. глаза? Так и не хотел от ребенка отказываться. Да как это? Твоя Наталья сейчас настаивает на тесте ДНК. Сейчас будет вам тест ДНК. Как ты после мы сейчас этого про будешь другое смотреть? говорим. Как ты сейчас после этого будешь смотреть в глаза Слушайте, ребенку? скажите мне, пожалуйста, это она настаивает на тесте? Она настаивает. Почему она не до его настаивает, она. появления в нашей жизни, в его, вернее, жизни, Наталья и вообще в здесь нашей ни при жизни чем. Аня, дочери, ты тогда спроси и в нашей жизни Рубцовски. дочери Она не было никогда не такого. настаивала. Конечно. Да, сроду даже разговор не заходил на эту Да не тему. настаивала Наталья никогда. Я хочу увидеть мою любимую рубрику «Мнение соседей». Что я могу сказать про Аню? Она нормальная, хорошая женщина. У них такая любовь была. Вообще, и за ручку ходили. И все так, все у них хорошо было. А потом, я не знаю, что он свихнулся. Он вообще оборзел совсем уже. Это разве отец? Аня, я вот сколько помню, она вообще домашняя девочка была, она нигде не шарилась, она всегда с мамой была. Так что семья нормальная, благополучная. А Даша, конечно, страдает теперь от всего вот этого спора, всего дряк этих всяких. Должен платить алименты одно, и мне кажется, надо его лишить родительских прав, чтобы он потом никаких претензий к девочке не имел. Но все уже просто устали от этого, от того, что ребенок без денег постоянно. Ребенок хочет, всего хочет. Она учится, она очень хорошая девочка. Анна тоже хорошая. Про Женю я ничего не могу сказать хорошего. Когда с Аней вы жили в браке, вы где жили? С тещей в одной комнате, в квартире. Это чья квартира была? Мама Ани. Давайте Галину Анатольевну позовем сейчас сюда. Жень, у тебя совесть есть? Или ты пропил ее совсем? За то, что ты ребенку моему и моей дочери сказал гореть в аду, я тебе в жизни этого не прощу. Я таких слов не знаю даже. Что ты говоришь, милый мой? Ребенок мне звонит и говорит, я позвонила отцу и сказала, что мне нужны деньги на лечение. А я как раз сильно болела, я не могла помочь. Она говорит, я позвонила папе. А он сказал, вы заколебали со своей мамашей. Так никогда не Ей говорил. деньги, тебе деньги. Я А так ты не знаешь, говорил что деньги никогда. грех? И вам за это обоим гореть в аду. Я таких слов Она не знаю. позвонила и плачет, ребенок. Я ей сказала, милый мой ребенок, Даша, он будет тебе еще раз звонить, а ты ему скажи, что самый большой грех – это бросать своих детей. Я таких слов А не знаю, не вы, говорил. кто вы такая, что вы 2 дня пьяная терроризировали ребенка? Это ребенок мой в истерике. Говорит это прям Даша. голосовое говорит. Оставьте меня в покое. Дайте мне, пожалуйста, оставьте меня. Я говорю, так, ну-ка дай мне сюда телефон. Я когда взяла телефон, когда начала слушать голосовые вот этой мадам и ее дочери, как они ее Да вы оскорбляли. зачем все сочиняете? Да не было такого. Как это не Это что было? это не было? Как это не Я было? вам отправила голосовое, сказала, вы что делаете? Вы женщина, вы мать, вы что творите? Вы почему ребенка доводите до истерики? Вы что мне ответили? Она у вас истеричка невоспитанная. Воспитайте своего ребенка. Абсолютно очевидно, кто говорит правду. Ань, Галина знаешь, Анатольевна, было такое, Дело да. в том- Галина Анатольевна, Да, скажите, я так понимаю, что вы считаете, что Даше лучше вообще с папой не общаться, да? Я изначально считала, что ей общаться с папой... Вообще, я была противница этого, противница, честно скажу. Почему? Ну, не хотела я, и все, потому что ничего хорошего, постоянно пьяный. Когда бы... Он постоянно пьяный, я не хотела. Я позвонила Ане, говорю, я не хочу. Она говорит, ну, ей Так уже... почему я ушел-то, вы 10. вспомните? Почему ты ушел? Да потому что ты запился. Потому что ты таскался. психически неуравновешенный Да где он человек. таскался? Да что вы... нашел Татьяну, ты ушел к Татьяне. Так С я когда Татьяной он ушел-то? потом Когда познакомился. ушел? Да что вы ты говорите? говоришь? Ты прям Наталья, всё вы у нас откуда-то Наташу знаете. Ну, немножко общалась с Таней. Откуда Я- вы-то все знаете, Я ушел, господи, потом вы только без с году Татьяной неделя. познакомился. Ваша внучка пришла сюда с просьбой
чтобы ее папу посадили в тюрьму. Вы поддерживаете такое вот? Я поддерживаю, потому что сегодня уже такого наслушалась, что вы понимаете, когда моему ребенку желают, чтобы горел в аду. Подождите, я Евгения хочу спросить. А вы уверены, что ваша новая пассия дождется вас из тюрьмы? Уверен. Ну хорошо, в ней вы уверены. А вот я хочу понять, а почему вы так не уверены в своей первой супруге, что это думаете, что Даша не ваш ребенок? У вас был какой-то повод в этом усомниться? Ну, предчувствие такое. Потом я ездил к провиднице бабушке. Она сказала, у тебя один ребенок. А, к провидице вы ездили, к бабушке. Так, На хорошо. мне смерть пятно лежало. У вас? Да. Какое она пятно? Ну, черное пятно смерти. Вы хотите сказать, что это Анна на вас пятно смерти? Я не наложила? хочу сказать, что это она Ну, сделала. вам провидица же точно сказала, кто Ну, это она сделал? точно не сказала, кто. Но она сняла? Да, сняла Ну, всё. то есть вы теперь не помрете? Не помру. Нет, подождите, а Татьяна на вас опять наложила. Нет, у меня оберег есть. Вам провидица оберег сделала? Угу. А вы ее телефончик не подскажете? Не знаю. Почему? Ну, потому что это было давно. Ага. Послушай, давай Хорошо, так. а вот скажите, пожалуйста, хорошо, и вам провидица говорит, у тебя один ребенок. То есть вы в Виолетте не сомневаетесь? Не сомневаюсь. Виолетта это точно ваша дочь. Ну, она же не сказала, какой именно ваш ребенок. А вдруг она имела в виду Виолетту? Виолетта копия я. Значит, перед тем, как я оглашу результаты ДНК-теста, который ты добровольно сдал, верно ведь? Добровольно. Я хочу посмотреть один сюжет и потом посмотреть на твою реакцию на этот сюжет. Если отец ребенка действительно любит, то он будет интересоваться своего ребенка жизнью. Мне просто не хватало, если вот смотришь, они идут, вот мама, папа, полная семья, они идут, папа, а вот мама, и папа там он как-то с дочкой на руки берет, сюсюкается с ней, который будет, придешь так домой, а он такой, типа, ой, доченька, а как у тебя дела, а как в школе, а тебя мальчики там не обижают? У меня не было этого. Мне мама такие вопросы задавала. Я бы хотела, чтобы мы с ним общались побольше. Я не прошу, чтобы как-то он сюда в город ко мне приезжал, чтобы со мной гулял. Я просто хочу, чтобы он общался со мной, интересовался моей жизнью. Если я не ошибаюсь, если как-то отложилось у меня в памяти то, что он занимался рыбалкой раньше. И я тоже люблю рыбалку, я бы хотела с ним тоже ходить на рыбалку, заниматься всем этим. Когда я узнала то, что он хочет из ДНК сделать, мне даже не нож в спину. Это как для вампира осиновый кол в сердце. Он не тянется к этому, ему это, видимо, неинтересно. Это очень обидно. Папа, я надеюсь, ты поменяешься и все-таки поставишь меня на передний план и будешь интересоваться моей жизнью. Я надеюсь, тебе это действительно интересно. Даш, иди к нам, пожалуйста. Спасибо, что вернулась. Папа, скажи мне, пожалуйста, вот эти слезы, это было ради денег, которые она хочет получить, которые ты и так должен? Не знаю. Что ты не знаешь? Я подсмотрел, я не мог не подсмотреть. Это твой ребенок. Ну что теперь скажете, уважаемая Наталья? Мне кажется, как минимум вы должны хотя бы извиниться за то, что у вас были сомнения перед своим ребенком. Вы так не считаете? Считаю. Ну, Дарья, извини меня, что я сомневался. Дарья. Извини. Не хочу. Имя, которое ты сам дал ребенку. Извини. Да, папа, извини. Извини. А ты знаешь что-нибудь о моей жизни? Ты знаешь, какие у меня травмы были? Ты знаешь, каким видом спорта я занималась? Хорошо, ответь, какие у меня травмы были? Не знаю. А чем я увлекаюсь? А где я учусь? Нет, в медицинском училище. Офигеть. Даш, иди сюда на секунду. Идем. Скажи мне, пожалуйста, ты по-прежнему хочешь папу в тюрьму посадить? Да. А зачем? Я считаю, что... Не, посмотри, там некого сажать в тюрьму. Это уже не папа. Это Это уже не мужчина. Это уже не человек. Конечно. Зачем? Я хочу, чтобы он все равно ответил за свои поступки. Есть такая вещь на земле, называется прощение.
Он должен ответить за свои преступления и так далее. Но когда он ответит, цепочка не прекратится. Ты начнешь себя винить в том, что ты сделала, потом наоборот. Подумай. У тебя реально вся жизнь впереди. Не потрать ее на таких же вот, извини, пожалуйста, Не уродов, собираюсь. как твой папа. Да? Отбирай тщательно. Хорошо? Да нет, ей просто нужно время, эта обида пройдет. Абсолютно точно. Ну ты же умная девочка, тебе зачем эта обида нужна? Естественно, что за 1 секунду, вот сейчас мы такие тебе тут сказали умные и взрослые. Она просто со временем перерастет. Вот ты такая пальцами щелкнула, все, я больше на него не обижаюсь, пусть живет как хочет. Нет, ну просто ты иди по пути того, что не зарываться в эту обиду, знаешь, каждый день себя накручивать, а наоборот освобождаться от нее. Чтобы Знаешь, тебе самой легче было. Знаешь, что я тебе посоветую? Навещать папу в тюрьме. Серьезно, серьезно. Ну, по крайней мере, письма точно можно писать. Я до последнего надеялся, что тест ДНК будет отрицательный, правда. Я тоже вот так не надеялась. хочется, чтобы в таком цветочке были 50% генов вот этого. Но посмотри на это роскошество, правда? И она до сих пор хочет его внимания, любви. Не хочет, конечно, в тюрьму. Прям крик. Крик мы все услышали. Один папа железобетонный. Папа молодец. А почему такой железобетон? Вообще же мускул не дрогнул. К сожалению, вот эти лобные доли, которые отвечают за совесть, за заботу о потомстве, у обезьян за то, чтобы делиться пищей, ну, у некоторых не развиты просто. Они могут соблазнить, поухаживать, там, полгода красивую картинку показать, а потом вот так. На детей все равно. На жену А женщина, всё которая равно. с 3 детьми начинает встречаться с таким мужчиной, на что рассчитывает? Но он ей тоже определенную картинку нарисовал, определенную покладистость. Они друг друга обманули просто. Вот. Вот и все. Я думаю, что единственный человек, который действительно его будет навещать в тюрьме, это дочь, которая за него переживает, за него болеет. Не понимаю, правда, за что. Ну, и очень важна фигура отца. Даже такая. Даша, я тебе хочу сказать, что я тобой восхищена. Твоей смелостью, твоей открытостью, твоей искренностью, красотой. Ты большая молодец. Я была бы твоим отцом, я бы тобой гордилась. А что касается отцовства, скажу одно, что не считаю вас отцом. И если даже вы сядете в тюрьму, может быть, для кого-то это будет примером, как нельзя поступать. Мне кажется, вы застряли в подростковом возрасте, и кроме того, что вы можете получать удовольствие и доставлять, вы, в принципе, больше ничего не знаете и не нуждаетесь. Но у меня такой образ нарисовался. Летает некая муха, нарисованная шмелем, выдающая себя за благородную насекомое, по крайней мере. И с прекрасного цветка на цветок. Вот процесс опыления. Прекрасный цветок. Но муха вляпалась. И посмотрите справа. Вот это ваша супруга, пусть и бывшая. То, что сидит слева, это даже не гражданская жена, это не сожительница. Вы объединились для удовлетворения первичных половых потребностей. Вот кто вы. 3 года. Если вы любите друг друга, что же вы до сих пор замужем не вышли за этого чудесного человека? Нам с ним по 15 лет регистрироваться. А вы знаете, отсутствие регистрации брака о многом свидетельствует. В первую очередь о боязни брать ответственность со стороны вот этого субъекта. Ну и вы не верите. Правильно делаете, что не верите. Нет, можно я вас Потому что перебью? вот есть 2 примера. Нет, нельзя. Это лирика. А теперь о конкретике. Я перед передачей посмотрел статистику судебного департамента. За предыдущий год было возбуждено 22 938 уголовных дел по статье, которая вам грозит, статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Знаете, сколько оправдательных приговоров по данной статье? 0. 0. Верно, 0. Здесь доказывать-то особо ничего не нужно. На самом деле вас нужно лишить родительских прав. Именно для того, чтобы когда вы окончательно опуститесь, когда вас окончательно бросят все ваши вот такие вот кукушки, чтобы вы не приползли вот к этой очаровательной и восхитительной девушке с вашими низкими просьбами. Потому что я вот на данный момент вижу только такое развитие событий. Вы ничего не смогли создать. И, к сожалению, создали еще одну несчастную девушку,
будущую девушку, у вас еще вторая дочь, которой вы точно так же не платите алименты, хотя в ней вроде как не сомневались, у вас нет абсолютно никакого чувства ответственности, вы ничего не создали и не создадите в этой жизни. Это ж какого о себе надо быть мнения, чтобы пойти к бабке-гадалке, чувствуя, что кто-то его на смерть заговорил. Кому ты нужен? Ну так на секунду это денег стоит. Это же на тебя наговорить на смерть, что этой бабке-гадалке еще надо деньги дать. Да кто же за тебя грош-то ломаный даст? Самомнение. Он сядет. Это, вопросов нет никаких. Легче не станет. В том смысле, что его все равно нет. Дальше будьте избирательны, пожалуйста.